Это будет экономическая игра. Я, честно, не верю в конфликт военный. Есть заявления агрессивные Китая по отношению к Филиппине, но не верю в войну, потому что с точки зрения опыта, то, что показала война в Украине, просто они понимают, что работают на отсталых технологиях. Я думаю, что после этой войны тоже американцы в каком-то плане придут к выводу, что работают на отсталых технологиях, потому что дроны, искусственный интеллект для управления дронами, вот все эти моменты, они просто переорганизуют, будет абсолютный пересмотр всего. И здесь ключевые моменты, это будут чипы, это будет искусственный интеллект, опыт, да, для искусственного интеллекта, потому что то, что происходит сегодня, например, фронт, это дроны, которые записывают, да, и все эти записи, это материал для обучения искусственного интеллекта. Вот сегодня в Украине является, я бы сказал, знание необходимое, чтобы побеждать в войнах будущего. Так что просто думаю, что здесь не будет никаких потрясений, и Трамп добьется своего. Так что думаю, что войдем в мир, который будет характеризоваться низким уровнем идеологизации. Потому что если посмотреть объективно, политика демократов, о чем слышали? О ЛГБТ, да? О плохих диктаторах, но поссориться с Саудовской Аравией, да? Из-за убитого журналиста. С кронпринца назвать убийцей и так далее, но я бы сказал, это наивно, потому что это открывает дефензива. Дорогу для диктаторов, которые убивают не в единицах, а в десятках или в сотнях тысяч людей, правда? Угу. И если посмотреть таким образом, тогда, тогда просто это несерьезно. Дальше. Зеленая энергетика. Это тоже идеология. Если посмотреть на это таким образом, тогда меняется политика, она будет, так как ты назвал эфир, реальной, основанной на силе. На конец дня будет важно, сколько у кого, какая сила, это позиционирование. В том смысле надо подчеркнуть рост значения Украины, потому что собственные баллистические ракеты, которые будут производиться сотнями, дальше дроны стратегические, которые в состоянии разрушать инфраструктуру, да, России. Вот сегодня над Балтийским морем. Просто одна радость. Просто здесь лопнет, там лопнет, да. Просто я просто получаю настоящее удовольствие. Баллистические ракеты Украины приносят радость. Да, приносят радость. И скажу еще, вчера говорил с подругой, которая в Херсоне живет, занимается здравоохранением. Она говорит так, что в Херсоне летом было 86 тысяч людей, сейчас 98. Короче, количество жителей в Херсоне растет, несмотря на то, что каждый день убивают. В прошлом году за год было убитых или раненых около 2000 людей, это значит 2%. Где? В Херсоне? В Херсоне. Но город живет. И количество скорее людей, раненых, чем убитых, потому что если было такое количество убитых, то мы бы уже как бы... Мы говорим про раненых и убитых. Там сложно... Я просто взял риск того, что попадет что-то. Когда ты в Херсоне, очень высокий. Каждый 20-й, по сути. Но люди живут, да, есть 2 кафе, которые работают. Короче, если в Херсоне приезжают люди из Николаева, искать работают и так далее, просто
русский не в состоянии закошмарить Украину. Просто этот народ непобедимый, он просто вызывает восхищение. А когда русские почувствуют, как воняет, потому что просто эти бандиты, да, просто они в Херсоне они стреляют просто дронами, да, убивают по мирные машины, мирных людей. Byli случаи, я знаю, что просто скорую, да, дроном просто, бандитизм. Если бы Украина применяла такие методы, они бы почувствовали, но просто то, что видим, то, что делает Украина, это действительно военные цели, это аэропорты, это нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива. Я скажу так, каждая этого типа информация, это мой огромнейший почет для украинских инженеров, потому что сегодня украинский дрон это впереди мира. Рейд, он просто может мечтать о опыте и технологиях, которые сегодня есть. И это, во-первых, думаю, что это очень сильный рычаг независимости и суверенитета, потому что если будет, скажем, на складе 100 тысяч ракет. Ну нет, это слишком много. Ну, даже если будет 1500-2000 ракет. Но это будет до конца будущего года. Тогда суверенитет не оспаривается.